Украина, наконец, нанесет удар по ВПК Беларуси. Союзников становится все меньше. Чем ответит Минск? 40 килограммов отравы на Брестщине. Жителей неделями кормили опасными продуктами. Белорусов не пускают в ЕС. Очереди на границах превратились в удобную площадку для новых нелегальных схем. А сколько стоит безопасность? Ситуация критическая. Латвия требует защиты у европейских партнеров. Ядерная катастрофа уже близко. Шокирующие подробности расследования по Могилевской области. Новый день и новая информация для вас. Вы на канале Нехта Плюс, который продвигает белорусскую тематику в телекомпании Нехта. Санкционное кольцо вокруг режимных схем Лукашенко и Путина сжимается еще сильнее. Сразу 8 государств, не входящих в Евросоюз, поддержали решение Совета ЕС от 23 июля и сигнализировали о синхронизации своих национальных ограничений против режима в Минске за содействие агрессии РФ. К новому пакету ограничений примкнули Украина, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. В Брюсселе уже официально приветствовали этот шаг. Такое единодушие дополнительно удар по военному и военно-промышленному комплексу Беларуси. Ограничения расширяют запреты на поставки товаров и технологий, которые могут использоваться для усиления военного и технологического оборонного секторов Беларуси. Плюс, благодаря этому высвечивается целый ряд финансовых лазеек. Под санкционный удар уже попал импорт товаров, приносивших режиму альтернативные доходы, а также участие белорусских физических и юридических лиц в европейском бизнесе, связанном с криптоактивами. Как сообщает репортаж UNN, ограничения содержат четкие исключения. Товары и услуги, необходимые для работы базовой общественной интернет-инфраструктуры, под запрет не подпадают. Латвия требует от Евросоюза разделить расходы на защиту восточной границы. Премьер Андрис Кулбергс объясняет это простой арифметикой. 7 миллиардов евро на 7 лет для всего ЕС – это только 0,4% от долгосрочного бюджета сообщества. Или около 2 евро 23 центов в год с каждого европейца. Цена одной чашки кофе. Зато каждому гражданину Латвии это встанет в 540 евро в год. Латвия обязалась законодательно направлять на оборону не менее 5% ВВП с 2027 года. 7 миллиардов евро – это не дополнительная субсидия, а разница между сверхрасходами государств на общую безопасность и более скромными тратами стран Западной Европы. Нахождение на передовой заставляет Латвию платить более высокую процентную ставку по госдолгу из-за геополитических рисков. Кулбергс назвал это фундаментальным изъяном рынка и причиной, почему страна не может бесконечно закрывать дыры заимствованиями, ведь при этом Рига наращивает госдолг с 47% до 54% плюс ВВП, финансируя сдерживание агрессоров за счет собственной социальной сферы. Когда значительная часть денег уходит на покупку оружия из Франции, Германии, Швеции, Нидерландов и Испании, приходится вынужденно защищать и восточный фланг, и финансировать западноевропейские ВПК. Цена для самой страны – растущий госдолг и меньше возможностей тратить на школы, больницы и социальную сферу. Но инвестиции должны приходить в точку максимального эффекта. 1 евро, вложенный в оборонительные укрепления прямо на границе с РФ и РБ, дает гораздо больший эффект сдерживания для всей Европы, включая Баварию, чем тот же евро, потраченный в 1500 километрах к западу. Есть еще один парадокс. Из-за соседства с Россией и Белоруссией Латвии дороже занимать деньги на рынках, то есть страна платит дополнительную наценку за риск именно потому, что находится там, где Европе и нужна более сильная оборона. Вопрос для ЕС должен уже звучать не как помогать Латвии, а кто должен оплачивать общую безопасность. 450 миллионов европейцев, распределенными чашками кофе, или только жители приграничных стран своим бюджетом, а в случае войны, как бы это жестоко ни звучало, и людьми. Главный вывод Кулбергса: вопрос заключается не в том, сможет ли Латвия тянуть 5% ВВП на военные нужды, а в том, как на практике работает статья 42, пункт 7 договора о ЕС о взаимной помощи при агрессии. Размещение капитала на границе – это не просьба о помощи, а математически наиболее эффективная, прагматичная покупка безопасности для всего континента. Несмотря на то, что пропаганда ежедневно трубит о невиданном упадке в Европе, о высочайших ценах, невозможности получить быструю медицинскую помощь, нереальности снять жилье по доступным ценам, плюс якобы массовых случаях нападений на иностранцев, в той же Польше все вхолостую. Очереди на границах вновь растут, а наиболее ушлые в деле пограничного ажиотажа изобретают все новые схемы для пусть небольшого, но дополнительного заработка. Как утверждает брестский свободный ресурс BG Media, ситуация на белорусско-польской границе превратилась в настоящий хаос.
Беларусь. Приграничный сервис Брест-Тирасполь окончательно трансформировался в бизнес для проныр и головную боль для обычных белорусов. Существует, например, автобусный бизнес за 50 евро. Очередь из автобусов в сторону Польши растянулась на десятки машин, а половина из них пустые заглушки. Перевозчики и таксисты наладили схему. За 50 евро с человека пассажирам предлагают пересесть в автобус прямо у шлагбаума. Те, кто не платит, маринуют в очереди на время от 14 до 30 часов. Но даже покупка места в первом автобусе не гарантирует быстрого прохождения. Польская сторона пропускает по 1-2 автобусам в час, а мелкие инциденты вроде изъятия 3 килограммов свиных ушей тормозят весь поток еще на 40 минут. Альтернатива через Бобровники не спасает. Пассажиры, пытающиеся объехать Брестский ад через Берестовицу, сталкиваются с теми же 10-10,5 часами ожидания. Существует и так называемая автомобильная ловушка. Водителям легковых авто приходится ждать вызова из электронной очереди более 2 суток. В среднем скапливается около 1000 машин, зазывают по 20 авто в час примерно. Зато прохождение 2 границ занимает скромные 3,5-5 часов. На въезд в Беларусь все проще. Из Польши в Брест рейсовые автобусы и автомобили проходят границу стабильно за 5-6 часов, без многосуточных простаиваний перед контролем. Итак, главный совет. Если горите по срокам на самолет из Польши, закладывайте суточный запас времени. Следите за чатами вплоть до выезда и готовьте наличные на подсадку у шлагбаума. Спектакль «Белрау» и угроза Кентукки. Под Мстиславлем тайком начали строить могильник радиоактивных отходов. Журналисты «Флагштока» и радиационный химик Сергей Бессараб разоблачили очередную опасную аферу режима. Пока чиновники Минэнерго имитируют общественное обсуждение и уверяют, что выбирают из 3 площадок до сих пор, под Мстиславлем уже вовсю идет подготовка к строительству пункта захоронения радиоактивных отходов. Вот главное из расследования экспертов. Нулевой цикл проходит под видом мелиорации. Спутниковые снимки и сам текст отчета проговорились. Снятие верхнего слоя почвы, высечка леса и копка 1,5-метровых траншей, зафиксированы еще в октябре 2025 года. И это не исследование грунта, а профилирование площадки под строительство. Обратили эксперты внимание и на правовой дефолт и статус ядерного изгоя. Строительство началось задолго до завершения экологических слушаний и выходов отчетов. Все общественные обсуждения до середины июля 2026 года чистой воды спектакль. Режим нарушает все международные конвенции и ставит Беларусь в один ряд с ядерными изгоями. Эксперт сравнивает Мстиславскую площадку с трагедией в штате Кентукки 1970-х годов. Попытка закопать отходы в глинистую почву в дождливом климате приведет к эффекту ванной. Траншеи заполнятся водой, бочки сгниют, радиоактивный рассол с плутонием и стронцием потечет в ручьи и подземные воды. Власти спешат освоить бюджеты, чтобы поставить нацию перед фактом. Деньги потрачены, возражать поздно. Чиновники Белрау повторно применяют тактику замалчивания времен Чернобыля, перекладывая последствия радиологической катастрофы на будущее поколение. В то время как власти рапортуют об успешном импортозамещении, Комитет госконтроля Брестской области снимает с продажи более 40 килограммов опасной просрочки. Власти продолжают засыпать белорусов байками о высочайшем качестве отечественной продукции, но реальность в региональных магазинах выглядит совсем иначе. Проверка Комитета госконтроля в Брестском и Жабинковском районах вскрыла банальный антисанитарный трэш на прилавках. Молочку и мясные изделия хранили с грубейшим нарушением температурных режимов. Вареное сгущенное молоко вместо нормативных температур хранения от 0 до 10 градусов Цельсия содержалось в жаре, доходившей до плюс 21 градуса. На полках спокойно лежали хлебобулочные, мясные и молочные продукты с истекшим сроком годности от 19 часов до 7 суток. Обнаружили и так называемое мясо из подвала. Колбасу, сало и полуфабрикаты продавали вообще без каких-либо документов, подтверждающих их качество и безопасность. Итог рейда. Из обращения изъято свыше 40 килограммов потенциально опасной еды. Ну как? Недавно же Лукашенко опять хвалился, что у нас самое чистое, самое вкусное, самое здоровое питание. А на деле обычным белорусам в районных магазинах подсовывают тухлятину и просрочку. Где диктаторская рука в этом деле? Видимо, борьба с так называемым экстремизмом уже парализовала не только руки и ноги, но и сам мозг. Пусть травятся. Главное, на как можно более долгий период удержать самое главное – мягкое место в стране на троне. Но показуха и популизм не наш метод. У нас не бывает закрытых тем с целью кого-то обмануть. В Европе эти вещи быстро становятся очевидными, даже среди своих. Благодарим за внимание. До вечера.